накануне преддверии Нового года, заканчивается 2018 год, который был для нас, для всех, очень трудный. Наступает 2019. Что же приготовить на Новый год? Это вопрос каждой хозяйки. Сегодня вы на канале «Дело мастера боится». И мы хотим рассказать, что мы будем готовить сегодня на наш праздничный стол. Я решила приготовить изысканные салаты, так как оливье это уже проелось, нужно немножко что-то в жизни менять, так самое блюдо. Поэтому я решила приготовить сегодня салат, который называется ноктюрн. Этот салат состоит из следующих ингредиентов. Копченая куриная грудка, вот она перед вами. Брынза, можно сыр сулугуни. Можно использовать любой соленый, слабосоленый сыр. Огурцы свежие, помидоры, зеленый лук. Немножко можно такого лука покрошить, можно замариновать на любителя. Оливки без косточек, кукуруза и майонез. Что же необходимо нам сделать в первую очередь? В первую очередь нам необходимо порезать огурцы. Огурцы режутся небольшими кубиками, как на оливье, как на любой салат. Сначала режется такими колечками, потом полосочками и на маленькие кубики. Салат крошить желательно не крупно, для того, чтобы удобнее было есть, подавать к столу и будет очень красиво смотреться на нашем праздничном столе. Для того, чтобы салат покрошить, нам желательно достаточно будет 1,5 огурца. Вот такие вот получились у нас кубики. Вот такого размера. К следующему этапу мы переходим. Режем помидоры. Помидоры режем таким образом. Перерезаем напополам. Вынимаем сердцевинку. Затем еще раз напополам. И режем тоже маленькими кубиками. Помидор очень нежный. Может стекать, поэтому нужно резать его острым ножом. Супер острым. Чтобы его как можно меньше давить. Вот такие вот получились у нас кубиками помидоры, где-то сантиметр, 1,5 сантиметра. К следующему этапу мы переходим, режем брынзу. Брынзу режем тоже маленькими кубиками, небольшими, где-то сантиметровыми. К следующему этапу мы переходим, режем грудку. Грудку можно очистить от шкурки, чтобы шкурка не попадалась у нас в салате, потому что не каждый ее любит. Очищаем от шкурки нашу грудку. Таким образом, если есть кости, также очищаем. Очищаем от хрящей и режем также кубиками нашу грудку. Сантиметр, 1,5 сантиметра кусочками. Вот такие кубики мясные, куриные, с куриного копченого филе у нас получились. К следующему этапу мы переходим, режем зеленый лук. И для украшения, и для запаха, и для аромата. Чтобы пахло летом. Сразу, когда делаешь такие салаты, хочется весны, тепла, солнышка, летнего отдыха, потому что пахнет зеленью. К следующему этапу мы переходим, режем оливки. Можно оливки ложить целыми, но так как они, я считаю, будут сильно крупные, мы их режем на 3 части. 3 равномерных части. Вот такими полукольцами получатся оливки. Они в салате будут смотреться красиво.
И довольно-таки удобнее будет кушать. Вот такими полукольцами у нас получились оливки. Вот такими. И последний завершающий этап нашего салата. Это высыпаем кукурузу. Резать ее не нужно. Предварительно нужно слить воду. Рассол для того, чтобы его не было. Чтобы не было салата мокрого. И добавить майонез. Майонез добавляем по вкусу, чтобы не было сильно жидким. Ну и чтобы не было сухим. То есть постепенно помешивая. Вот и закончили мы наш салат ноктюрн. Вот такой получился салат. Внешне вот. Можно сверху присыпать зеленью. Но я буду присыпать перед самой подачей на стол гостям, чтобы было красиво, чтобы зелень не повяла. Вот такой аппетитный, солнечный, яркий такой. Самое главное, полезный, вкусный и летний. Потому что здесь присутствуют все ингредиенты, которые напоминают нам о лете. Я поздравляю всех еще раз с праздником. Желаю всем хорошего настроения, веселья, мира, всех благ, здоровья. И всегда пользуйтесь нашими советами. Смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал «Взрослые и дети». Дело мастера боится также, так как мы готовим это в канале «Дело мастера боится». Всем хороших праздников, всех благ, всем пока!